Ну кто кого сделает, мы или вот эта газель? Ракета. Понюха. Нюша. Нюша. Любимущу мою любимущу. Мою любимущу. Вот эти картины, вот этого автора, это гиперреализм как раз. Это масло на холсте, и они как раз выполнены вот в технике гиперреализма, они выглядят как, ну, фотография. Хотя на деле это не фотография, это просто живопись. Давайте мы нарушим музейные правила. Займите места за этим столом. Помните, когда мы говорили о счастье 20-х годов? Помните? Вспоминайте. Октябрь 22-го. Небывалая осень. Небывалая осень построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол с собой не темнить. И дивились люди, проходят сентябрьские сроки, а куда подевались суровые, влажные дни? Изумрудную стала вода бирюзовых каналов, и крапива запахла, как роза, но только нежней. Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых. Их запомнили все мы до конца наших дней. Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, и весенняя осень так жадно ласкалась к нему, что казалось, сейчас забелеет прозрачный подснежник. Вот когда подошел ты, влюбленный, к крыльцу моему. Это стихотворение той эпохи. А впереди нас ждет другая эпоха. Эпоха конца 30-х. Эпоха реквиема. Я преподаватель английского языка. Для меня это самое главное, самое важное то, чем я занимаюсь. И я причисляю себя к гражданским активистам. Я написал книгу, роман, называется «Цена прошлого». И эта книга впоследствии выиграла один международный литературный конкурс и вышла в шорт-лист, то есть финал другой международной литературной премии. У меня есть литературный опыт, мне это нравится, я это умею. И у меня есть опыт в игровой компании, мобильных приложений, это тоже умею. И решил просто эти два дела совместить. Я придумал, разработал мобильное приложение. По сути, это было рассказом, в
в которой я включил различные спецэффекты, которые позволяет мобильный телефон. И издал в приложении на платформе Play Market. И получилось неплохо. Пошли скачивания. Впоследствии я сделал вторую часть, третью. Сейчас уже скоро, наверное, даже в момент выхода этого фильма, ролика, четвертая часть уже вышла. Вот, переведено на 15 языков мира. Первая часть имеет больше 1 200 000 скачиваний, вторая часть 500, по-моему, 20 тысяч, и третья порядка 300 000 скачиваний. Вот, четвертая только начинает набирать свои обороты, но я уверен, она догонит, а может быть и даже перегонит предыдущую часть. Я дизайнер одежды с профильным образованием и опытом работы достаточно большим уже в данный момент. Я рисую эскизы. Я могу, естественно, рисовать художественные эскизы, но не считаю их обычно важными. И это главное, чем я занимаюсь уже как раз, это отрисовка технических эскизов, правильных технических эскизов, которые впоследствии пойдут на производство. В моей работе человек приходит уже с конкретной идеей, то есть я хочу делать такие вот вещи. И мы начинаем смотреть на много фотографий, которые ему нравятся. И на самом деле все это уже до нас изобретено. Но если правильно все это компоновать, то получится абсолютно новая, уникальная модель, которая будет обладать свойствами, которых ранее в других моделях не было. И для этого, наверное, нужна я. На сегодняшний день я являюсь президентом Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом «Опора-М». Наша организация входит в общероссийскую общественную организацию инвалидов, больных рассеянным склерозом, которая, в свою очередь, является членом Всероссийского союза пациентов. И вот я являюсь экспертом горячей линии этого Всероссийского союза пациентов. Также я являюсь членом советов при Комздраве, Главном бюро МСЭ и Росздравнадзоре, что помогает мне решать проблемы пациентов, актуализировать, рассказывать о наших проблемах, помогать людям. Также мы имеем возможность вести приемы в городском центре рассеянного склероза по медико-социальным вопросам, то есть по парамедицинским, что не касается медицины. Поэтому к нам можно прийти, к нам можно обратиться по телефону. Телефон доступен всегда. Кроме того, я пишу стихи, я стараюсь побольше путешествовать, насколько это возможно. На данный момент я учусь в медицинском колледже на очном, то есть шестидневка. Занимаюсь танцами, плюс работаю в реанимации, ночные смены 2 раза в неделю. И почти стабильно каждое воскресенье у меня стоят полные сутки. И в свободное время, когда есть силы, я стараюсь отдавать себя еще и акробатике на пилоне. Как ты сама, скажи мне, ты готова в 16 лет свои дерзать? Утя-тютечки. Иди ты в танцах. Можете меня сегодня поздравить. Сегодня ночью позвонили друзья, соратники и сказали, что мы выиграли президентский грант на большую сумму, да. Да. Спасибо, спасибо. Это, конечно же, не джаз. Это, конечно же, не джаз, но это будет очень интересно. Это постановка по моей книге «Музыка как шанс». Буквально на прошлой неделе, или 2 недели назад, то есть вот-вот, мы выиграли грант Культурного фонда президентских инициатив на постановку спектакля по моей книге, которую я написал. Она называется «Музыка как шанс. Точка». И по этой книжке мы выиграли грант на постановку музыкального спектакля, где будут петься, исполняться мои песни, именно написанные в период
связанные, ну, в период так называемой болезни. Сейчас я это так говорю. Меня зовут Алексей, мне 38 лет. Диагноз рассеянный склероз мне был поставлен в 2011 году, то есть уже 10 лет назад. А первое проявление, дебют, как говорят врачи, был в 2006 году. Тогда у меня были проблемы со зрением, один глаз перестал двигаться, но через пару месяцев это прошло, и я проигнорировал. А в 2011 начались проблемы с правой частью тела, начала затекать рука, нога. Меня зовут Миша, мне 46 лет. В 30 лет мне поставили диагноз рассеянный склероз. Всем привет! Меня зовут Настя, и у меня рассеянный склероз. Мне 30 лет, 20 хотела сказать, 29, 25. Нет, мне 30 лет, и я болею рассеянным склерозом официально с 2017 года, но я точно знаю свой дебют. Мой дебют был в 2012 году. Меня зовут Саша, мне 33 года, диагноз был поставлен 12 лет назад. Меня зовут Валерия, мне 20 лет, и диагноз мне поставили, когда мне было 15 лет. Я Влад. Дебют рассеянного склероза у меня произошел в 98-99 года. Меня зовут Марина. Мой дебют рассеянного склероза случился в августе 2003 года. Диагноз мне поставили в июне 2004 года. Я это прекрасно помню, я проснулся и заметил то, что у меня в глазах двоится. Как будто, знаете, бывает, спишь на одной стороне, глаз отлежал, и вся картинка как бы двойная. Я сначала не придал этому значения, сходил, умылся, попил чаю, но в глазах продолжало двоиться. И только когда я понял, что все-таки что-то не так, подошел к зеркалу, и увидел буквально следующее. То есть я смотрел прямо на себя. Когда поворачивал глаза влево, они поворачивались синхронно. Когда поворачивал их вправо, двигался только один глаз, а правый продолжал смотреть прямо. И, соответственно, картинка, она у меня была вот как-то так, как 3D без очков. Длилось это несколько месяцев, я не мог понять, что это, никто не мог понять, что это, и со временем как-то пришло в норму, но начали появляться симптомы в ноге. Начала слабость в ноге, она начала как-то неправильно работать, то дергаться, то криво шагать, то вообще не шагать, и, в общем, начало было таким. У меня онемела правая сторона организма полностью. Рука, нога, лицо, язык, вот это вот все дело. Я был очень рад, что в этот момент, так скажем, тютюрка была на левой стороне, что ее не цепануло. И это было очень хорошо, потому что у некоторых цепляет. Это онемение конечностей, это ретробульбарный неврит впоследствии. Это головокружение, которое не давало держать равновесие. Это чудовищная слабость, усталость, каких не испытывают люди здоровые, да? В кавычках здоровые. Это страшные, в моем случае, это страшные ознобы по ночам, которые у меня случались, когда можно от пота выжимать одеяло на утро. И чудовищные головные боли.
как будто, наверное, в голову воткнули топор и трясет так, что ножки от кровати стучат по полу. Я это слышал своими ушами, и это сложно забыть. Как это все происходило? Я помню это очень хорошо. Я художник, я рисую, и в тот момент я училась в университете, поэтому для меня это было особенно так страшновато. Я проснулась в какой-то день, просто в какой-то совершенно обычный день, и у меня перед правым глазом пелена. И обычно, знаете, когда просыпается человек, у него пелена перед глазами, он протирает ее кулачками, и все проходит. Я протерла. Она не прошла. Я протерла снова, а она снова не прошла. Я протерла еще 200 раз, и ничего. Я была за рулем. Перед собой, впереди идущей машины, я почему-то внезапно перестала видеть целиком ее номер. То есть я вижу только какую-то часть номера. То есть я перевожу взгляд, я вижу другую часть. Вот, и это ощущение, оно не проходило. То есть у меня появилось какое-то пятно в глазу, образно, да, которое вот мешало мне видеть. И оно не проходило. Я не понимал, что со мной происходит. Я не понимал, как реагирует мой организм, почему я стал хуже хотеть, почему я стал гораздо сильнее утомляться. Я не обращал на это внимания. Но при всем при этом я говорил себе, это временно. Я говорил себе, что если ты не можешь уснуть, значит ты не устал. А если ты не хочешь работать, значит ты лентяй. Поэтому встал и пошел работать. Этот аутотренинг, этот подход, он, конечно, всегда приносил свои положительные результаты. Мои первые симптомы были, получается, у меня занемели стопы. Это такое ощущение, как будто бы, если у тебя одеты носки, а в носках песок. То есть вот так. И сначала я не обращала на это внимания, подумала, наверное, просто устала, потому что это было максимально, никак особо не мешало. Принимала ванны, думала, мало ли поможет, то есть не понимала, что со мной. Но день, 2, 3, и у меня онемение начало подниматься выше, то есть на одной ноге до колена поднялось, а на второй так и осталось, только стопы. И за счет того, что одна нога у меня занемела до колена, я перестала чувствовать чувствительность, то есть я не чувствовала опоры на эту ногу. И иногда у меня нога могла подвернуться. Я в школе, я еще была в 9 классе, поднималась или бежала, спускалась вниз по лестнице в столовую, я упала. То есть и сразу, когда я упала, я поняла, что я не понимаю, что со мной происходит, и я попросила свою одноклассницу сходить сразу после уроков со мной в поликлинику. Я меняла свою жизнь, я переехала в другой город, сама из Санкт-Петербурга я. Вот, переехала в другой город, перевелась по работе. Должна была быть через 3 недели свадьба. Вот. И вот в один прекрасный или не прекрасный день я проснулась, буквально это прошло 4 дня с момента приезда, и поняла, что у меня онемела нога. Я почувствовала это в душе, когда капли стали падать, и я не поняла, что это за ощущение, и оно не проходило. Это же детская поликлиника, там все серьезно к этому относятся. И там у всех глаза на лоб полезли, никто не понимал, что со мной происходит, и меня в срочном порядке направили к неврологу без очереди. И невролог, он меня сразу направил в больницу. У меня не было никаких эмоций в плане, я не боялась за себя, мне было не страшно. Но я начала плакать чисто из-за того, что у меня накануне должны были быть соревнования по танцам. И я начала очень сильно рыдать и просить, чтобы можно ли перенести. Потому что я не хотела подводить команду. Там, по-моему, до соревнований оставалось дня 4-3. То есть вот прям тут накануне. А я еще стояла в первой линии, и это было не очень подводить команду. И все, я приехала в больницу. Никто там не понимал, что со мной происходит, вообще никто. Хорошая детская больница в Питере, мне кололи какие-то витамины, и меня записали на МРТ, но нужно было ждать очередь. По-моему, я ждала 2 недели, даже 3. То есть я лежала, и мне просто кололи витамины, и никто не понимал, что со мной происходит, ни один невролог. Очень много врачей туда вызывали. И
Как бы, естественно, на соревнования я не попала, тоже очень плакала в больнице, подходила к врачам, звонила папе, папа приезжал, уговаривал, как-то разговаривал, чтобы меня пустили хотя бы чисто соревнования. Ну, просто на соревнования приехать, это воскресенье, ну, почему не отпустить, оттанцевать и все, и приехать обратно. Ну, естественно, никто не отпустил, все боялись, не понимали, что происходит, но мало ли они меня отпустят, а у меня ноги откажут, и что они потом сделают, это подсудное дело. То есть, естественно, что меня не отпустили. Я позвонила папе, у нас в семье принято обо всем говорить, у меня семья врачей. Вот я сказала, что у меня случилось, что я не знаю, что это такое. Также я сказала своему жениху об этом, который тоже был кардиохирургом, и его семья была семья врачей. Мама с отчимом работали руководителями местных больниц. Вот, и я на самом деле не поняла их тревоги. Они с таким ужасом это восприняли. Я-то не понимаю, что со мной происходит, но онемела нога, и все, ну и что? Ну, бывает. Они меня стали расспрашивать, а было ли у меня за последний год что-то там с глазами. Я говорю, ну, был ретробульбарный неврит. Вот говорю, а еще у меня там эта проблема вот с желчным пузырем. Желчная – это фигня. Это ты нам даже не рассказывай. Ты вот нам про глаз расскажи. Я говорю, так а чего там? Ну, слепая зона была. Так у тебя же рассеянный склероз. А я знать не знаю, что это за зверь и как вообще с ним обращаться. И они с таким ужасом это все рассказывают, а мне от этого еще страшнее. Я говорю, так как так? Так, все, мы идем к врачу. Меня, значит, отводят к местному врачу. Без МРТ, без всего мне ставят предварительный диагноз рассеянный склероз и говорят, тебе надо срочно ехать домой. Тебе надо лечиться. Это очень долгое и дорогостоящее лечение. Ты себе представить не можешь, что это за заболевание такое. Ну, представляете себе ужас, да? То есть я в чужом городе сейчас одна, у меня все рухнуло. Я спрашиваю жениха, а как же свадьба? Доктор, который это слышит, значит, говорит, а ничего страшного, в другой раз замуж выйдете. Я-то понять не могла, а оказывается, мать этого жениха, она уже все решила, что свадьбы не будет, им такая невестка не нужна. И вообще, ты через 3 года сядешь в инвалидное кресло. И вот я делаю МРТ, и сразу после МРТ мне ставят диагноз. Сразу. То есть видят эти очаги, видят активные, и что они делают? Они назначают мне пункцию. Пункция – это ужасная вещь, это самая ужасная вещь, которую мне делали. Но на пункции не подтвердился мой диагноз. То есть я не понимаю, зачем мне делали пункцию, потому что я знаю, что у многих людей, у которых рассеянный склероз, и если им делать пункцию, она не подтверждается через эту процедуру. Я понимал, что я не очень хорошо ориентируюсь в пространстве. Координация движений подводила. Я думал, что просто я такой неумеха. А позже выяснилось, что нет, это болезнь. Когда мне после пункции спинного мозга в первом медицинском отделении неврологии сказали о диагнозе, это была очень забавная сцена. Мне говорили практиканты, ординаторы, и они пытались найти слова, подобрать мягкие выражения, зная о том, что это ужасно, это страшно, это чудовищно, или, по крайней мере, опасаясь этого. Я включил учителя. Я сказал, не переживайте. Да, диагноз серьезный, но я обязательно справлюсь. У меня все будет хорошо. Первое, сейчас прям у меня мурашки побежали сейчас. Когда поставили диагноз, первое, и рассказали, что это такое, очень мягко обходя углы. Дело в том, что я интуит, я все чувствую интуитивно. И я зашел в палату от врача. У меня была там 1,5-литровая бутылка воды, я ее всю выпил и почувствовал жажду. Да, такое было. Это вот то, что я почувствовал сразу после того, как я узнал, что такое рассеянный склероз. Я недопонимал долгое время. Сам недопонимал. То есть я понимал, что вот сейчас жизнь немножко поделилась, да, на 2 части, что сейчас что-то будет по-другому. Но к этому моменту у меня уже были обострения,
И я уже понимал, что со мной что-то такое происходит, что что-то не то. И какого-то диагноза я ожидал, просто я не знал, что это вот так будет жестко. В январе или феврале 2010 года, в начале 2010 года, после МРТ, томографии головного мозга, вот, был поставлен диагноз рассеянный склероз. У меня была проблема с хронической усталостью. Это мой самый любимый симптом, который у меня есть. Я его обожаю, потому что я очень сильно устаю от всего. То есть я сегодня днем там помыла ванну и туалет, и я устала как тварь, честно. То есть я почувствовала, что во многих сферах моей жизни я слаба. Я почувствовала какую-то именно слабость, то есть, что это не я. Были проблемы с лестницами такие, какие-то определенные. Я пошла на МРТ с большим количеством наборов маленьких симптомов. Я почувствовала много ухудшений в разных сферах своей жизни. И мама как раз мне все время говорила, что я ей звонила и говорила: мам, я собираю косяки, то есть я врезаюсь во все, что находится где-то поблизости. Мама мне все время говорила, что, наверное, это связано у тебя со зрением, потому что у тебя зрение плохое. Но я понимала, что что-то вот не зрение, нифига не зрение это все. И в этот момент как раз мама мне сказала про МРТ и сказала мне почитать про вот такой вот прекрасный диагноз — рассеянный склероз. Потом позвонила мне, ты, говорит, нашла что-то у себя? Я говорю, ну, не все, далеко не все, но да, есть что-то. Поэтому, когда я в принципе, шла на первый МРТ, я уже была готова, хотя я сама себе его назначила, то есть никакие врачи мне не назначали МРТ, я ни у кого не была, я сама себе назначила пройти МРТ и сама себе получила в итоге диагноз, про который я уже знала до этого. Диагноз мне поставили где-то в течение 3 месяцев, было долгое обследование. Я спросил, насколько это все серьезно, но мне сказали лет 7, как бы нормально, а потом, ну, уже будет не так нормально. В процессе обострения бывает, вот, то есть это тремор, это шаткость походки, это, так скажем, нерабочие руки, ноги, но это все снимается препаратами, поэтому с этим можно жить. Вот. Главное это вовремя поймать. Нам надо что-нибудь светлое. Мне вот такого вот бурум-бум-бум-бурум-бум-бум. Да, бурум-бу-бу. А моему дружбану надо какой-нибудь светлый, вот что-нибудь на основе Танзании. Вот как Танзания, только вот такое крепкое должно быть. Крепкое. 0,8 кофеина. Эфиопия. А давайте попробуем. Эфиопия чудесно, да? Да, давай, ты будешь эфиоп. А мне американский, да, как всегда. Да, Бурунди. Это вот такое, как мое, да? Конечно. Ой, спасибо, спасибо. Вот так вот позерить, вот так вот. Раз. Ага, да, спасибо. Аккуратненько. Вот, все, пойдем мы, спасибо. Хорошо, когда человек вот с такой радостью, вся жизнь игра. Чего-чего, а этого у меня хватает. Все, мы пошли. Всего доброго, до свидания. Хорошего дня. В тот момент, когда у меня начались эти проблемы, я находился в исправительной колонии. Совершили разбойное нападение, вот, и получили по многу. Вот, и вышел я через 9 лет. Тюремная больница представляет собой помещение, рассчитанное на 50 человек, в котором содержится 150 человек, и на котором по бумагам там 3 врача, по факту 1 врач, и которому как бы все равно. То есть, по сути, больные предоставлены сами себе,
болеют они всем в одном месте. То есть это от инсульта до чесотки, от туберкулеза до ВИЧа. И это все вот так вот варится в одном, как говорится, котле. И как бы смертность там очень высокая. И как бы буквально вот ты мог с человеком говорить, и там через час ты видишь, как его просто не накрывают и выносят. Прошло примерно месяцев 8, во время которых я что только не думал, что у меня там и какая-то опухоль, и какой-то рак, может быть, или какой-то, я не знаю, сбой. Ну, там все болезни, которые я только знал, там у меня в голове вот так вот перекручивались в мыслях, типа, что со мной, может быть, это, может быть, то, там, буквально, что бы там по телевизору или где бы я не слышал, я это все как-то на себя примерял, но не мог понять, что это. До 2015 года я практически не обращал серьезного внимания на это дело, потому что у меня были другие задачи. С диагнозом я открыл свою компанию, которая занималась, так скажем, светопрозрачными конструкциями и ремонтом окон, пластиковых, алюминиевых, ну, короче, всякой. Самая распространенная в кавычках поломка окна – это когда у вас окно выпадает. Еще это называется вывалилось, отвалилось, разломалось, и что делать? Делать надо следующее. Вот. Это требовало, конечно, нахождения на высоте. Это лестницы, подоконники, люльки. Конечно, скажу, было страшно, ибо колбасило меня из стороны в сторону знатно. Вот, держаться я мог одной рукой, но второй надо было умудряться что-то делать. 97% людей, они этого не замечали. То есть, что у меня есть какой-то недостаток, что я немного болею. И, так скажем, в отличие от людей, которые иногда пытаются показать, что они больны, я все время показывал, что я здоров. Я плакала, потому что когда я ходила на тренировки, ни тренер, ни ребята не понимали, что со мной. В плане, они не могли понять, что я чувствую, и что, например, я не держу равновесие, потому что у меня проблемы, а не потому что там... думали, что я кривляюсь, или что там хочу жалость какую-то проявить, внимание хочу, потому что были иногда моменты, когда я хотела внимания. И в этот раз, все думали так же, особенно тренер очень злилась на это, когда я падала лишний раз, еще что-то. И в какой-то момент я просто перестала обращать внимание на это. Просто отпустила. И, просто продолжала тренироваться, ходила на тренировки, усердно тренировалась, и оно прошло само. Месяца 2, наверное, я, ждал, что пройдет, потому что чего там оно, онемело, там, потыкал, вроде еще чувствуется рука, не попал ложкой в рот, поржали, как бы, сломал там что-нибудь, потому что я не чувствовал силы в правой руке абсолютно. То есть для меня там сломать что-то дома из посуды было довольно элементарно, просто и запросто. Я нанес существенный урон, так скажем, посуде. Я сломал металлическую поварешку, я разбил кучу тарелок, я оторвал кучу ручек у чашек, я делал нехорошо. Но супруга все воспринимала нормально. Я не знал, как дальше жить, и не понимал, как развиваться. Но при всем при этом я понимал, что, наверное, у меня будет возможность найти что-то новое в любом состоянии здоровья. Я не могу ходить? Интересно. Значит, нужно изучить мир тех, кто не может ходить. Я не могу нормально видеть? Понимаю. Значит, нужно постараться не убить никого, кто будет в моей слепой зоне, и при всем при этом сделать так, чтобы мое ежедневное
проживание было для меня комфортным. Я очень люблю комфорт. Я люблю мягкие диваны, я люблю удобные кресла. И вот это то, к чему я стремлюсь. Если мне хочется организовать мою жизнь комфортно, значит, я сделаю это. Когда я иду по улице, у меня, например, подогнутся коленки или одна коленка. Вот. Но вот не могу какое-то время идти, там, это может быть от нескольких минут, там, не знаю, там 5-10 минут. Вот, потом я пытаюсь идти, и это проходит ощущение. И еще меня вот то, что после обострения 2016 года очень ударило, как я это ощущаю, по памяти и когнитиву. То есть когнитивные нарушения появились. Это сложность восприятия. То есть я понимаю, что человек говорит по-русски, особенно на лекциях, я понимаю, что он говорит по-русски, я понимаю отдельные слова, но я не могу понять, что он имеет в виду. Могут быть неконтролируемые такие, как это вот называют у нас пациенты, эмоциональные качели, то есть внезапно заплакать можно, внезапно можно психануть, наорать на родственников, это вообще запросто. Вот, но, к счастью, родственники это научились понимать и не обращают на это внимания. Вот тоже надо, конечно, это знать, что вот мы вот такие. Вот, причем мы можем накричать, и мы под этим ничего не подразумеваем. Просто вот как бы нас несет, и все, мы не можем остановиться. Вот такой вот эмоциональный всплеск. В основном сейчас общаюсь по мессенджерам, потому что, слуха нету. Вот. И я не слышу, что мне говорит. Я, в принципе, в телефон могу отвечать автоматом. Я знаю, что скажет собеседник там первый, он скажет привет. То есть я слышу, там что-то сказали. Я говорю, привет, как дела? Говорю, слушай, не могу сейчас разговаривать, давай спишемся. Буквально через минуту напишу. Вот, пишу уже привет, там все нормально. И вроде человека не обидел, и самому нормально. Потому что там переспрашивать не всегда кайфово, что тебе говорят. Даже та работа, которая предлагается службой занятости, в основном это все работа на телефоне. Вот. Ну а куда работать на телефоне, переспрашивать, людям это не понравится. Вот. Поэтому не разговариваю я. У каждого рассеянного склероза совершенно разные течения, очень часто разные течения. И эту болезнь называют болезнь тысячи лиц, кажется, да? Кажется так. Потому что про всех невозможно сказать. Единственное, что я могу сказать, я могу рассказать о своем опыте. Разные мысли были. Очень были разные мысли. Человек сложное животное, правда ведь? И он испытывает разные эмоции в разных ситуациях вследствие своего состояния и ментального, и физического. Там, это многослойное существо. Многослойное существо. У меня ребенок, у меня дочка, ей 2 года, и сейчас все завязано все равно на ней. Моя работа, поскольку Ульяна, она мне в работе может мешать, прям вот действительно мешать, потому что она очень любит внимание, она очень любит, когда рядом с ней кто-то находится. А работать днем у меня возможности нет. В данный момент никакой, к сожалению. У меня есть такая возможность только когда я отдаю ребенка бабушке с дедушкой. Поэтому я работаю по ночам. Как проходит мой день? Вчера я легла в 4. В принципе, мой день проходит так, но у меня есть муж прекрасный абсолютно, который забирает у меня Улю с утра и ведет ее завтракать, поэтому я могу поспать днем там до обеда. Возникает очень много сложностей, которых нет у здоровых людей. То есть, к примеру, перед тем, как выйти куда-то, я открываю карту на компьютере и замеряю расстояние, сколько мне нужно пройти, смотрю там по картам, по камерам, если есть ли где-то лавочка, если я так не знаю. И то есть буквально меряю расстояние, так, 500 метров сюда, так, тут я могу посидеть, передохнуть, там, 100 метров там, так, тут я постою, тут я присяду, тут я доеду, посижу, если я посижу, я передохну, значит, я могу пройти еще. То есть каждое у меня какое-то движение, поход куда-то, такой квест превращается в челлендж.
Всем говорила о своем диагнозе, этого не скрывала. А то потом мне стали люди говорить, родственники, что ты никому не говори. Зачем это говорить? И я как-то не нашла того, что люди нормально воспринимают. Я вот уже плохо помню, но помню, что я спустя какое-то время стала говорить, что меня ошибочно поставили, мне сняли диагноз, все, у меня все в порядке. Вот, то есть я стала скрывать. И скрывала я очень долго, потому что действительно боялась быть выкинутой из социума. Ну, потому что, идешь ты по улице, тебя шатает, все думают, что ты выпивший. Ну, кто-то завидует, кто-то говорит, фу, какой, вот идет, его шатает, там все. Вот. Но на самом деле наступает такой момент, когда получается, что тебе абсолютно да чихать то, что о тебе думают. Вот. И совсем не задумываешься о том, что про тебя может подумать один или другой человек. В Москве, в Питере ты можешь идти хоть с конусом на голове дорожным, как бы посмотрит, но никто ничего не скажет. Когда я узнала про диагноз, я рассказала об этом всем, кому можно и нельзя сразу. Я вообще в плане общения очень такая девушка сильно общительная, наверное. Поэтому, да, я рассказала про это, естественно, родне. Я рассказала про это, естественно, друзьям. Я звонила и говорила о том, что вы знаете, у меня здесь. Я написала своим друзьям в Рязань, мне ответили. То есть все ушли на минут 5, все почитали в интернете, мне сказали, херня, это не смертельно. В принципе, они и сейчас к этому так относятся, хотя, естественно, понимают, что это есть в этом какие-то проблемы. После постановки мне диагноза, когда люди узнали, никто от меня не отвернулся абсолютно. Ни в плане работы, ни в плане чего. Мои заказчики в основном не знают, но мои постоянные заказчики, моя постоянная заказчица, она, в принципе, у меня одна, да, я ей говорила. Естественно, как и в основном, то люди говорят, что да, либо... Вот люди вообще, посторонние и сторонние люди делятся на 2 класса всегда. Это рассеянный склероз, это что-то с памятью, это первое. А вторые, что, да, такой сложный диагноз, у меня вот есть такие знакомые, да, им тяжело. Вот, и она мне сказала о том, что да, есть такой знакомый, но все более-менее, и очень здорово, что ты работаешь, что, то есть ты себе можешь позволить из себя выжимать все необходимое. Нет, я не говорил, и родители не знали. У меня практически до трансплантации лет 10, наверное. Мы жили в разных городах. Вот. И конечно же, еще одна такая фишка, то, что рассказывать-то бесполезно. Я понимал прекрасно, что рассказывать людям я не рассказывал, потому что зачем? Во-первых, они не поймут. Во-вторых, первого достаточно. Вот. И это не то головокружение, которое, я говорю же, испытывают люди, которым, здоровые, которым не домогается вследствие погоды. Это другое совсем. Когда мне поставили диагноз, я рассказала всем. То есть семья, понятное дело, они все и так сами знали, потому что это в детской все больнице происходило. И узнала маму, узнала папу, а через них и все остальные родственники. Друзьям и тренерам я тоже об этом сказала. Все отнеслись как... проще как-то отнеслись. Понятное дело, когда именно я лежала в больнице, и мне было плохо и одиноко, все меня поддерживали, и друзья даже приходили и навещали меня в больницу. То есть они старались ко мне приходить регулярно, и приносили мне всякие вкусняшки. Друзья меня, правда, очень поддерживают, и порой, как они мне говорят, что они даже забывают о том, что у меня вообще есть этот диагноз. Они, правда, даже забывают. А первое время, когда, наверное, видимо, мне было все-таки как-то тяжело,
когда вот мне только-только диагноз поставили, было много шуток, а-ля как черный юмор. Было очень много шуток таких всяких в мою сторону, и я смеялась. И то есть, ну, мы это все переводили в шутку, и это было правда смешно. То есть мы относились к этому с юмором и говорили про то, что даже если там что-то случится, мы будем там на перегонки в инвалидном кресле там кататься, еще что-то. То есть на эту тему первый этап было очень много шуток. Сейчас, поскольку уже все забыли об этом, потому что я это никак не показываю, это нигде не высвечивается, этих шуток особо и нету, но они все равно иногда имеют место быть. Я везунчик. Мне повезло с друзьями, которые окружают меня. Мне повезло с людьми, которые рядом. Я даже не могу себе представить, что должно случиться, чтобы кто-то сказал: ой, все, нет, я больше не общаюсь с тобой. От меня что, диатезом пойдешь? Нет. От меня что, волосы начнут вываливаться у людей? Нет. Возможно, людей пугает несчастье. Возможно, людей пугает печальная атмосфера инвалидности, которая образуется вокруг человека. И приобщаться к этому, и помогать, и тратить силы, и тратить свою энергию на это, многим не то, что не хочется, многим не хватает собственных сил. Важно, чтобы человек ощущал эмоции. И вот какие эмоции можно ощутить здесь, в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, я не знаю. Эмоциональная сфера человека – это загадка. Она непредсказуема. Где-то нам радостно, где-то нам уютно, тепло, комфортно, где-то нам одиноко, где-то нам страшно. Лестница крутая, не нашего века. Да. Ахматова, конечно, совсем не подумала о людях, когда заезжала. Да. Ой, еще как высоко. Да, отдышитесь. Это самый крутой подъем. Ахматова так поднималась. Угу. Я понял, что такое сила воли, я увидел это, то есть я находился долго и очень часто меня привозили в тюремную больницу, ну, поскольку я как бы болел. И это дало мне огромный опыт, и это я видел просто людей, которые, они не смирялись со своим положением, не хотели умирать, как говорится, и просто хватались за жизнь и ползли, там уже у них руки, ноги не работали, они зубами хватались, ну, образно говоря, там зубов у кого-то тоже не было, но они пытались как-то и ползли, и старались жить. И в эти моменты я просто приравнивал, ну, как-то это на себя, и мне просто становилось стыдно, то, что у меня бывали моменты, что я начинал как-то переживать, как-то себя жалеть, что вот мне плохо, я там такой, мне там такие испытания, за что мне это все. И просто видя таких людей, которые стараются жить, мне как бы становилось стыдно, и мне это, придавало мне сил. У меня есть идеи в голове, у меня много, у меня они могут появляться, могут рождаться, особенно ночью. И глупо было бы их просто так зарубать на корню, потому что у меня рассеянный склероз. Вот глупо, правда. Да никак я не учился с ней жить. Я совершенно как животное жил на свете белом. Вот меня расколбашивало там, как только могло. Но тем не менее, меня спасла музыка. Это разговор о том, что ничего в мире не бывает отдельно. И каждому человеку кидается спасательный круг сверху. Надо просто его увидеть. У меня была музыка. И у каждого человека, на мой взгляд, должно быть или есть какое-то дело, которым он живет.
вот это и есть та соломинка, которая может вытянуть человека. В эти 2 недели моего пребывания в Первом медицинском я умудрился организовать курсы английского языка для ординаторов. И позже, 1,5 года, ездил преподавать английский. Уж если на то пошло, мне нужно работать над моим английским в сфере медицины. Что я и сделал. Но вот этих вот принятий, отрицаний, там, почему я, там, еще что-то, да потому что я вот такой вот офигенный, и поэтому, если я офигенный, у меня должна быть офигенная болезнь. Вот. И когда люди говорят, что а если там вернуть, допустим, какое-то время назад, чтобы ты изменил, чтобы, ну, вдруг ты что-то бы мог изменить, чтобы не было такой болезни. Во-первых, я не знаю, что бы я мог изменить, чтобы ее не было. Потому что никто не знает, откуда она берется и как это все проявляется. Но это как пыль, откуда берется, никто не знает. И вот куда деньги деваются, тоже, кстати, никто не знает. Можно, конечно, относиться к этому ко всему по-разному, то есть, что поскольку болезнь неизлечимая, болезнь прогрессирующая, можно, как говорится, лечь лапками кверху и типа, что мы все умрем и смысл. Но это такой неправильный какой-то фаталистический настрой, и как бы с ним и здоровый человек далеко не уедет. Я за то, чтобы бороться, чтобы, ну, за жизнь надо бороться, за свою, тем более больным, тем более раз такая ситуация в жизни приключилась, что, ну, иначе просто вариантов нет. Ну, каждый выбирает, конечно, сам, кто-то ложится лапками кверху и говорит, что да все плохо, мы все равно все умрем, болезнь прогрессирует, и вы там все через розовые очки на мир смотрите, что, мол, все будет хорошо, да, это и так далее, и так далее. Но, не знаю, я по-другому к этому отношусь. И как бы не безосновательно. Потому что после той же самой реабилитации я почувствовал, ну, улучшение определенное. Ну вот, конечно, чудо ждать. Чудо ждать, наверное, тоже надо как-то себя приободрять внутренне. Но нужно делать, не сидеть и ждать его, а нужно что-то делать. Тогда, ну, частично, возможно, а может и полностью оно придет. Ну, у меня такой взгляд на жизнь, на себя, на все. Я себе позволила жить, не спеша и просто размеренно. Не пытаясь жизнь изменить, я ее меняла уверенно. Наслаждаясь каждым моментом, я училась заново жить, даже снова стала студентом, чтобы добру научиться служить. И тогда я увидела небо сквозь листву у осенних берез. Как же часто мы глухи и слепы к тем вещам, каким нужно всерьез. В 2008 году мне сделали трансплантацию стволовых клеток в клинике Пирогова в Москве. После чего я могу сказать, что у меня обострений к сегодняшнему дню уже на протяжении 13 лет не было. Мало того, в период до ТСК, трансплантации стволовых клеток, как это называется сокращенно, да, аббревиатура, до ТСК МРТ показывало 40 очагов демиелинизации. В прошествии 11 лет очагов показало 20. 22, если быть точным. 22. Они не активны. Состояние, конечно же, улучшилось. Я не считаю себя больным рассеянным склерозом, хотя бумаги говорят об обратном, мои прежние. Я не хожу, не наблюдаюсь у неврологов, хотя, конечно, нужно бы сходить и встать на учет к местному нашему неврологу. Наверное, нужно. Меня не напрягает эта ситуация под названием рассеянный склероз. Я веду консультации с точки зрения больного, конечно же. Я не вторгаюсь в медицинские термины и не заявляю категорично, не отвечаю категорично на какие-то вопросы. Но тем не менее, у меня есть опыт, которым я могу делиться.
Что такое болезнь? Я прошу прощения за пафос. Да, это путь. Это ваш путь. И в моем случае творчество – это тоже путь. Ну вот они сошлись, эти две дороги. И наложили отпечаток одно на второе, я уверен, конечно, безусловно. Иногда, конечно, накатывает там какая-то грусть, печаль, там это вот к слову о принятии, что я говорил, что там депрессия, отрицание. Да блин, она у меня и так есть, ну не постоянно, но случается. И депрессия, и радость, и отрицание, и принятие, и грусть, тоска, переживания, любовь, расставание. Ну то есть, ну это жизнь такая, как и у всех, как бы, и у больных тоже. Первое. Любимое занятие. Второе. Поддержка близких. Третье. Организация собственной жизни. Заведи Google календарь и забей этот Google календарь с событиями. Даже если событие сходить в магазин за хлебом, внеси это событие. Хочу сказать, наверное, что не заканчивается на этом жизнь. Абсолютно не заканчивается. И какие-то далеко идущие планы строить можно, но с оговоркой, что они могут не сложиться, да, так бывает. Так бывает, что там, нужно сдать билет в какой-то момент, это нужно принять, но строить планы-то можно по-прежнему. И можно, и нужно, и рожать детей, если вы хотите, и идти работать, если вы хотите, рисовать, пожалуйста. Здесь не очень давно девушка выкладывала просто потрясающий пост, которая писала про свое заболевание, что у нее парализована половина тела. И она рисует левой рукой. И эта история, она просто воодушевляет. Работа Кати, они, конечно, они настолько, как-то они вот пропитаны, они пропитаны чувством. Они все пропитаны чувством. Потому что она выражает себя через них. Она весь свой эмоциональный фон выражает через эти работы. И это чувствуется. Я бы хотела рассказать о Екатерине Бессоновой, если вам можно. Наверное, нам можно пройти. У нее парализована правая сторона тела, и она рисует левой рукой. Она начала рисовать свои работы уже с диагнозом. Она праворукая, то есть она левой рукой до этого, она не умеет ей писать. Но при этом она рисует совершенно потрясающие работы на холсте, маслом. Я здесь говорю про лошадей очень много, потому что я сама художник по образованию, и Екатерина, ее лошади, это потрясающе. Лошадей рисовать тяжело всегда, а тем более левой рукой, а тем более человек, который не учился рисовать никогда и не пробовал. И, действительно, это замечательно, это феномен, это феномен развития мозга, каким образом мозг может переучиться и показать, что если он хочет, он может воплощать все даже в таких обстоятельствах. Здорово, спасибо. Спасибо большое. Но перво-наперво надо найти врача, которому вы доверяете, чтобы у вас этот пункт лечения, он уже не был главным. То есть вы нашли врача, доверяете ему и не участвуете в, так сказать, лечении. Вы только выполняете его рекомендации. Значит, второе, надо понимать, что сегодня вы себя хорошо чувствуете, слава богу, замечательно, у вас есть работа, на которую вы ходите, ездите, то есть вы не можете работать дома, да, потому что работа предполагает ваш выезд именно. Но надо понимать, что, возможно, в будущем вам придется работать из дома, и надо обучиться какой-либо профессии, чтобы у вас был такой вот рюкзачок за спиной, который вы могли бы в случае чего открыть и использовать. То есть надейся на лучшее, готовься к худшему. Я люблю эту фразу. Она мне нравится, но я не знаю, у меня как-то очень странно это.
То есть я вроде понимаю, что может произойти, что может случиться, но у меня сильная вера в то, что даже если что-то случится, я смогу это изменить и как-то исправить. В 2008 году, когда на трансплантации, когда я уже был в клинике, меня вызвал профессор Новик Андрей Аркадьевич, человек, который внедрил в России этот метод. Он любил разговаривать с своими больными перед трансплантацией. Он все объяснял. И, конечно же, мы с ним сидели и разговаривали о 60% и 40%. Он мне тогда сказал, что Питерс, исцеление, я сейчас дословно пытаюсь передать, исцеление от Питерс равно, то есть препараты, изменяющие течение рассеянного склероза, да, равно нулю. И вот так мне показал. В самой аббревиатуре Питерс препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Да? На какой-то момент какие-то, да, они помогают, наверное, восстанавливают там двигательные функции, но сам рассеянный склероз они не убирают. И вот он дал 60 на 40, 60% на то, что эту проблему можно решить. Ну что там, 60 на 40, 50 на 50. Я всегда легко шел в размен. И поэтому для меня вариантов не было. Я понимал, что той жизнью, то есть без ТСК, какой я жил, я уже жить не хотел. А с ТСК я не знаю, хотел я или не хотел, поэтому почему не попробовать. К тому же процентов не 50 на 50, а целых 60 на 40. Вот. И я вписался в эту авантюру, как оказалось. Это совсем не авантюра. И я не жалею. Конечно же, я не жалею. Ну и еще не менее главное – это наслаждаться жизнью, получать от нее удовольствие. Вот я по себе ощущаю, что если ты занимаешься тем делом, которое тебе нравится, это благотворно влияет и на организм, и на твое моральное состояние. То есть самый главный рецепт – это получать от жизни удовольствие. Лето я провел в Крыму на своей даче. Там был только домик скромный. И нужно было делать там воду проводить, септик, устанавливать электричество, то есть всю инфраструктуру вокруг дома, копать землю на жаре за 30 градусов. 2 месяца я так провел, я скинул там кучу килограмм. Я жив, здоров и улыбаюсь. Нет такого понятия, как я считаю, ложные надежды. Надо все-таки надеяться и стараться делать, чтобы потом можно было сказать, я сделал все, что мог. Очень-очень важна поддержка родственников. Без нее никак. И я хотела бы сказать всем нашим родственникам, вот, родственникам больных рассеянным склерозом, которые нам помогают. Большое вам спасибо за такую помощь. Для нас это очень ценно. Многие не помогают, понимаете. У меня есть случаи, когда у пациентов мать отказалась помогать своему сыну, сказала: жене, ты знала, за кого выходила замуж, вот ухаживай за ним. Жена молодец, она его любит, ухаживает. Ребят, не ссыте, с этим живут. Хорошо, долго. Обеспечьте себе нормальную жизнь. Спокойно, продуманно. Действуйте, занимайтесь спортом. Не откладывайте на завтра. Завтра может не быть. Мы сейчас в такой ситуации, что живем одним днем. Проживем его достойно. А где поклон? Все эти года, которые у меня этот диагноз, я себя максимально старалась напитывать очень разными историями, именно позитивными, хорошими. И вот для меня самая запоминающаяся история, вот, которая для меня прям точку поставила и подтвердила, что мои мысли правильные, это когда я узнала, я по-моему, пошла кровь сдавать в центр рассеянного склероза, и там женщины с какой-то заобщались, и она рассказала, что у нее есть знакомая, которая
целый год сидела в инвалидном кресле. И она жила вместе со своей мамой. И так получилось, что в какой-то момент у нее в голове все перевернулось, и у нее вот прям вертелась только одна мысль в голове, чтобы доказать своей маме, что она сможет встать. И вот она зацепилась за эту мысль. Ей хватил ровно месяц, чтобы встать. То есть человек год сидел, а потом просто вот поставил себе цель, и он сделал, он добился, у него появилась мотивация. И она встала за месяц, всего месяц, когда она год сидела в инвалидном кресле, но это же прям вообще. И вот я поняла, что да, все-таки то, как я настроена, это прям правильно, и это работает, это правда работает, потому что это не я такая наивная и легкомысленная. Раньше, да, я могла так думать, иногда я в себе могла сомневаться, но за счет этих примеров я убеждаюсь только в том, что все-таки я настроена правильно. Вот что я хочу сказать. Верьте в себя. Цените себя. Любите себя. Самая большая ценность в вашей жизни – это вы сами. Болеете вы чем-то, не болеете, это абсолютно не важно. Если вы чем-то хотите заниматься, хотите что-то делать, делайте это. Но правда, не нужно откладывать это там на десятилетие, на пятилетие, даже на год не нужно откладывать. Просто идите и делайте, потому что если у вас появляется желание что-то делать, это правда круто. И я встречала таких людей, у которых вообще нет желаний. И они очень страдают из-за этого. И я прям не понимаю, как это. И я встречала тех людей, которые завидуют мне в плане, откуда у меня так горят глаза что-то делать, что я прям наслаждаюсь процессом, наслаждаюсь своими какими-то даже самыми маленькими успехами. И вот просто делайте то, что вы хотите именно сейчас. И это правда будет делать вас счастливыми. Это так и есть. Открой рот. Ладно. Ты не маленький, давай. Открой рот. Вот открой рот. Открой рот, пожалуйста. Открой рот! Открой рот! Открой рот! Открой рот! Открой рот! Они пишут, что вместо старого иммунитета устанавливают новый. Рассеянный склероз. Сейчас мы проводим высокодозную иммуносупрессивную терапию с аутологичной трансплантацией кроветворных стволовых клеток. Затем будет проведена высокодозная иммуносупрессивная терапия, целью которой является уничтожение больных иммунных клеток, разрушающих ткань центральной нервной системы. В общем, после очистки забранных ранее стволовых клеток их внутривенно вернут обратно. После этой процедуры начнется восстановление иммунной системы, Влад. Метод до конца еще не изучен, но 40 на 60 это уже шанс. 60 на 40. 60 на 40 это уже шанс. Я не допускал, что я попаду в 40%. Вот в эти 40%. Я почему-то об этом не думал. Я всегда знал, что я из этого вылезу. Вот не то, чтобы я верил, не верил, я знал просто.
Мой дом на берегу взрывной реки. Но если окунуть ладонь, река меж пальцев пробежит ручьем, оставив нрав свой на потом. Ради этого стоит жить. Мой дом на берегу взрыв.